Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня в 1080p 30 FPS вы смотрите вход на девайс, который мы сегодня будем обозревать. Да, его основное свойство это то, что он выглядит как штуковина из игрушки какой-нибудь. Ну, логично, что это похоже на Cyberpunk. Возможно, у вас будут какие-то другие ассоциации. Внешне он мне безумно нравится. Про съемку, ну, слов нет, букв нет. Я думаю, вы и сами все видите. Про его ударопрочные свойства, про то, что он не боится воды, про тесты и все остальное вы увидите обязательно в ролике. Из самых приятных плюшек, наверное, это его комплектация. Она топ. Ну, я его разыграю, потому что он мне прилетел с неба, и почему бы нет. Но мы его разыграем, наверное, в серединке августа, чтобы у нас был дополнительный стрим. Условия будут простые, они будут в конце ролика. Смотрим. Напоминаю, что вам стоит однозначно подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, где 13 с лишним тысяч человек помогают друг другу словом и делом. И телеграм-канал скидок, там уже больше 50 тысяч человек. А самое важное, что я там делаю отдельный контент. В первую очередь с примерами работы различных камер в различных условиях. Сегодня я буду вам рассказывать о, наверное, все-таки ближе к третьему эшелону, девайсу, который будет продаваться везде. Бренд MFI 50 или MF 150, но не важно это, важно, что R1 Pro. И по-любому, видите надпись Warning, они будут пытаться демпинговать на рынке дешевых смартфонов. Учитывая экономическую ситуацию во всем мире, я думаю, что рано или поздно все эти третьи эшелоны, особенно с красивыми цифрами из разряда 6 гигабайт оперативы, 48 мегапикселей, Android 12, каким-то образом будут какой-то рынок все-таки заполнять и получать. Вот такая вот штуковина защитного вида. Написано на ней Color Rock, то есть цвет у нас не серый, а это цвет скала. Защитная пленка с рисунком этих друзей, и под защитной пленкой защитное стекло, у которого, к сожалению, я вижу уже два великолепных маленьких таких пузырика. Я думаю, в ролике вы увидите. Фронталка по центру. Здесь довольно крупная задняя панель с камерами. Опять же, возможно, здесь будут и инфракрасные камеры, но это мы увидим. Самое важное, что меня интересует, это люфт. Люфт у кнопок минимален. Заглушка резиновая. Сейчас посмотрим, как она открывается и смогу ли я открыть вручную. Смогу. То есть телефон не боится, разумеется, влаги на бумаге. Мы это все протестим. Кабель плюс в карму постарались. Тканевый. Зарядка, скорее всего, на 10 ватт, если вообще здесь что-то написано. Да! Они что-то написали, и здесь целых 18 ватт, что для защищенного смартфона Космос, плюс в комплекте идет сразу дополнительное защитное стекло. Это актуально, учитывая, что люди, которые будут приобретать подобное, разумеется, будут приобретать это для того, чтобы использовать где-то там. Здесь у нас два вот таких значка, я не знаю, что они значат, по-любому это относится каким-то образом к бренду. Light Up, наклейка раз. Keep Wild, продолжать быть диким, наклейка 2. И наклейка, собственно, с названием бренда. Инструкция. В инструкции, скорее всего, что-то полезное есть, но достать ее довольно сложно. Две сим-карты, гибридный он, либо сим-карту и карту памяти. Какой-то фееричной улыбки и радости у меня нет по одной простой причине. Не потому что это хламотелефон, а по той причине, что я не рыбак и не охотник. 276 граммов. Метательный снаряд для того, чтобы иметь возможность еще и самообороной при помощи него заниматься. В ширину смартфон по самым толстым частям 82 мм, в толщину с блоком камер 13,9 мм, без блока камер 11,4 мм. Сказать, что это дело каким-то образом расстраивает, да нет, вот все стандартно. Насколько все это качественно, вы узнаете в ролике. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно 30 числа каждого месяца на стримах. Плюс сейчас еще разыгрываются наушники OneMo Evo и наушники Sony. Так что переходите в описании по ссылкам к роликам и участвуйте. Перейдем же к прочному смартфону. Полетели. Приобрести данную модель можно в черной расцветке
и в оранжевый. Дизайн устройства практически такой же, как и у других защищенных смартфонов, притом любого бренда. На тыльной части смартфона блок камер закрыт стеклом в толщину 1,1 мм, Corning Gorilla Glass, так же как и экран. Рама выполнена из магниево-титанового сплава, сами рамки алюминиевые и с защитными вставками из пластика и твердой резины. Air 1 Pro считается самым тонким защищенным телефоном у этого производителя. В руке лежит он удобно и не выскальзывает. Пользоваться им одной рукой не вариант, в первую очередь из-за его веса, а во вторую из-за габаритов. Сборка отличная, как и материалы. Все разъемы находятся под надежными прорезиненными заглушками. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, программируемую клавишу, которая работает на двух уровнях, двойное нажатие и, разумеется, одиночное касание. Повесить на нее можно любое действие, и работает она только при разблокированном экране. Далее есть разъем USB Type-C, микрофоны, динамики основной и разговорный, звучание здесь, разумеется, моно. Также есть слот, в который можно запихнуть microSD до 512 гигабайт. Мини-джек и K-порт отсутствуют. На блоке камер расположили светодиодные индикаторы, которые уведомляют о входящих звонках или уведомлениях, или чем-то подобном. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,5 дюймов с разрешением 2400 на 1080 пикселей Full HD+. Рамки, как и подбородок на борту, плотность пикселей 405 ppi, что нереально круто для защищенного смартфона. При прямом попадании света на экран яркости, разумеется, не хватает. И это в основном главный минус данного смартфона, так как в солнечный день разглядеть что-то на экране будет сложно. Частота обновления экрана, разумеется, максимум 60 Гц, другого я и не ожидал. Автояркость работает хорошо, но, как по мне, Air 1 Pro лучше всегда использовать на максимальной яркости и даже не пытаться ее включать. Под разными углами картинка тускнеет. Далее, мультитач есть и берет все 10 пальцев, что является неплохим показателем для защищенного смарта. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, даже если смартфон мокрый, но долго. Зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца несколько раз можно. Распознавание лица срабатывает стабильно, и держать смартфон прямо перед лицом необходимости нет. Внести биометрические данные можно только одного лица. Экран в целом хороший, но то, что яркости не хватает, это однозначно. Летим дальше. Процессор MediaTek Helio P35 с техпроцессом 12 нанометров и 8 ядрами. Максимальная частота которого 2,3 ГГц. Графический процессор PowerVR Roach GE8320. Интерфейс на базе Android 12. Оперативная память LPDDR4X на 6 ГБ и внутренняя память на 128 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержки 5G сетей нет, а 4G есть 7 и 20 бенды. Связь смартфон ловит хорошо, проблем с датчиком приближения лично у меня не было. Звучание во время разговора приемлемое. Запись разговора в стоке есть, но с уведомлением о начале записи. Вибромоторчик слабенький и не настраиваемый, Bluetooth версии 5.0, NFC поддерживается, что хорошо. GPS-тест в городских условиях показывает точность 1 метр, но определял он местоположение довольно долго. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке выдал 12 часов и осталось еще 20%. Тест я проводил при максимальной яркости, как вы понимаете. Заряжается он с 0 до 100% от родного адаптера питания за 2 часа 30 минут. Серьезно так. Беспроводной зарядки, разумеется, нет. Поедает за 30 минут просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi всего 6%. Считайте 12% за час. За час игры в Genshin Impact, если это можно назвать игрой, улетает 21%. Играть однозначно не рекомендую, так как картинка подвисает и в принципе производительности смартфону не хватает, чтобы справляться с данной игрухой. Хорошо, что вообще ее запускает. В легкие игры играть можно, но советую выставлять настройки графики на средние. В целом в танки играть можно без проблем, как и в Standoff 2. Далее в настройках, разумеется, есть большое количество различных функций, к примеру, интеллектуальная помощь, спецвозможности, безопасность и экстренные случаи. На главном экране также есть приложение под названием «Ящик для инструментов», которое в основном запихивают в каждый защищенный смартфон. В нем находится фонарик, компас, измеритель громкости, транспортир, отвес, часы, таймер, звуковое моделирование, шагомер и лупа. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит неплохо. 91 гипс минимально, максимально 121 гипс и в среднем 104 гипса на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench в сингл-коре 170, в мультикоре 951. 3D Mark показал Slingshot Extreme 434, Slingshot 752. Остальные тесты ему не по плечу. Вантуту выдал результат в 134 тысячи попугаев. Да,
Да, я тоже улыбаюсь. Storage тест показал 8520. На холодную стресс-тест прошел неплохо первые 5 минут. Результат вы видите на экране. Летим дальше. Перед тем, как перейти к камерам, я решил слегка его протестировать на влагозащиту и прочность, так как он имеет защиту классов IP68, IP69K и STD810G. Изначально я его искупал не под сильным напором воды. В целом под заглушки вода не попала, и на работу смартфона вода никак не повлияла, что и стоило ожидать. Также несколько раз имитировал падение из кармана шорт или джинсов. По итогу появляются незначительные царапины и потертости. Экран не пострадал, а защитное стекло слегка поцарапалось. Летим дальше. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и 3 LED вспышек. Основной модуль на 48 мегапикселей, макромодуль на 2 и датчик Sony на 20 мегапикселей для ночной съемки с дальностью до 20 метров. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 1080p 30 fps. Цифровая стабилизация на борту, и ее нужно включать в настройках камеры. Фронталка на 8 мегапикселей находится по центру в верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. В стоке есть, как я уже говорил, ночная съемка, также съемка под водой, макро, режим Pro и так далее. В целом в ночное время суток при видеосъемке шумы присутствуют, а днем при достаточном освещении видео, как и фотосъемка, неплохая. Короткие примеры вы сейчас увидите. 1080p фронтальная камера, и вопреки всему, несмотря ни на что, она еще и работает. Что позади меня вы видите, но что удивительно, ну понятно, что с цветами здесь понапутано капитально, но я себя вижу нормально. Притом, если брать во внимание, допустим, ходьбу, то стабилизатор здесь работает, по-моему, лучше, чем у Vivo Neo 6 SE. Очень странные дела. Может быть, как раз из-за массивности. Но в целом вот так вас будут видеть собеседники в хороший такой солнечный день. Пример съемки, наконец-то, не только уток, но еще и чаек. Смотрим. X1.5, X4, максимум X4, шум, конечно, один сплошной. Но если без иксов снимать, ну, смотрибельно на самом смартфоне. Будем видеть, правда, как там это все будет выглядеть уже на экране. Но в целом так. Супер восточная Мурина. Хотя вот здесь основная масса, кстати, это Санкт-Петербург. Но на Закольцевой. Фронтальная камера также в 1080p, как и основная, в принципе. К фронталке, кстати, у меня особых претензий нет. Почему? Потому что, да, она там красным лицо делает, то белым. То у нее проблема с тем, что сзади, то она микрофризит. Но это с одной стороны. С другой стороны, для подобного смартфона она более чем за глаза и за уши, и за остальные места. То есть она меня вот прям радует. Я ожидал намного худшего. Я бы даже сказал в разы. То есть, в принципе, видите, все, кто делают смартфоны для рыболовов-охотников, защищенные, все мыслят как правильно, что селфи эти люди будут делать много и снимать какие-нибудь там влоги. Еще немного муринского урбанизма, вертолетов и поездов, которых нет. 1080p. 3 часа ночи, Мурина, с 2 рук снимаю, основная камера 1080p и белые ночи. Да, вот видна луна, но вам она не видна. Я сейчас попробую приблизить. Вот ее кусочек. Доказательство 3 часов ночи. Самая длинная ночь. И по большому счету, наверное, буду фотографии делать просто в темном помещении, для того, чтобы представить, как все это работает. И также, скорее всего, сниму в темном помещении пример съемки камеры. Потому что это, конечно, не дело. Вообще. В 3 часа, видите, кто-то догуляет. 1080p 30 fps, 3 часа ночи Мурина, белые ночи. И нет, солнца не видно, с одной стороны. С другой стороны, несмотря на то, что все еще работают лампы, довольно светло.
Ну, фронталки, в принципе, для такого смартфона с головой и даже больше. Хотя шумов ого-го. Вроде бы чуть-чуть освещения, да, не хватает. А шумов море. Странно. Что продолжение банкета, все еще безумно солнечно и морено. И довольно странно столько времени уделяет с одной стороны камерам, с другой стороны, ну вы же понимаете, что это чуть ли не самая основная часть девайса, на которую производители тратят деньги. Сенсоры, ПО, да, в конце концов реклама. Делать бы его вообще без камер, правда? Хотя бы без фронталок. Это, к слову, пример, разумеется, фронталок. Минуса экрану, разумеется, не хватает яркости. В целом это основная претензия к смартфону, так как по остальным моментам он себя проявил как нормальный защищенный телефон. Хотя мощи бы было бы побольше процессор, но это уже мечты. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Добавляйтесь в телеграм-канал взаимопомощи. Всем буду рад. И не забывайте ставить лайк, потому что защищенные смарты не особо популярны. Будем надеяться, что кому-то этот обзор будет полезен. Резюмировать я хочу довольно просто. Все эти защищенные смартфоны, они плюс-минус одинаковые. Да, мы можем вспомнить про ночное видение у этого девайса, про то, что у него обалденная вспышка. Мы можем предположить, что и неплохая камера, выход обязательно, конечно же, на этот же смарт пишется. Но я еще раз повторяю, если вам нужен смарт как смарт, то рассматривать защищенные смартфоны смысла нет. Если у вас и правда хватает денег, то вы можете просто чехлы топовые покупать для своего девайса. И, в принципе, потом просто менять девайсы, вешать на него стекло, допустим, защитное, и все. Насколько это будет эффективно, но если вы купите флагман, допустим, X80 Pro Vivo, обзор на который был на канале, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, и защитите, все будет круто. С другой стороны, все, что имеет IP68, стоит от $800 и в бесконечность. Не говоря о том, что никаких там противоударных каких-то свойств у них нет. Да, добавляется чехол, но опять же там прайс абсолютно другой. Можно 7-8 таких телефонов купить. Чтобы выиграть данный смарт, все довольно просто. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, пишите здесь в комментарии русским языком свое имя в телеграме. И 15 числа я буду разыгрывать среди подписчиков этого канала и подписчиков YouTube канала, на котором мы проводим стримы. В принципе, довольно просто. Вы в выигрыше, я в выигрыше, поэтому я его не бил. Но очень-таки прилично топил и чуть-чуть, конечно же, подкидывал. Разбивать придется, наверное, его победителю. Девайсу обычное, да. Подписываемся с колоколом, пишем в комментариях, что еще купить на обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья.